Всем доброго времени суток, передает и показывает Тенкин. Итак, водные ролики заканчиваются, и сегодня будет одно из последних видео из рубрики «Учебный вестник». И посвящено оно будет меню лаборатории и прототипам. Чтобы перейти в лабораторию, необходимо нажать на соответствующую кнопку в главном меню. Далее мы видим три пути. Давайте начнем слева, и первым у нас идет Флит-Тех, или же технический парк. Мы попадаем в меню, где отображены все ваши корабли по классам, по нациям и по типу. Пустующие места говорят о том, что у меня пока что нет данного корабля. Для чего нужно это меню, спросите вы? А для того, чтобы получать классовые пассивные бонусы. Итак, давайте, к примеру, я выберу авианосец Хирью. После нажатия на нее у нас открывается меню, которое говорит, что после того, как я получил данный корабль и прокачал его до 120 уровня, то легкие и тяжелые авианосцы всех наций получили прибавки к соответствующим характеристикам. Однако это еще не все. Наблюдается приобретение кое-каких ресурсов при получении корабля, его максимального лимит-брейка и достижения 120 уровня. Вот они. Это ресурс, который называется техпоинты, и у каждой нации он свой. Сверху мы можем наблюдать общее количество этого ресурса. Чтобы его потратить, то сверху справа надо нажать на переключатель фракция. И вот, как мы видим, у нас тут есть возможность усилить корабли 4 основных наций за счет этих самых поинтов. Нажму для примера на американскую фракцию. И мы видим, какие уже бонусы за уже прокачанный 5 уровень получают мои корабли по классам. Справа сверху есть кнопка превью, которая показывает, что усилится, если я прокачаю 6 уровень. Стоит также сказать, что за получение следующего уровня, помимо необходимого количества набранных техпоинтов, нужно будет также отдать некоторое количество золота. Сверху справа есть кнопка детального просмотра, которая показывает общее количество бонусов. Да, именно. Несмотря на то, что тут идет разделение по фракциям, бонусы получают все корабли вне зависимости от нации. Ну и, конечно же, надо показать, где можно посмотреть эти бонусы. Давайте я перейду для примера в док и выберу эсминец Юкикадзе. И мы видим, что в окне характеристик снизу справа есть небольшой переключатель. Как раз он показывает бонусы от технического парка. То есть, помимо прибавок от экипировки, у нас еще есть многими незримая помощь от Флит-Теха. Естественно, как вы понимаете, данная возможность получения бонусов нужна больше уже для опытных игроков. Потому как в перспективе надо иметь все корабли 120 уровня, чтобы получить максимальные уровни технического парка. Но как вы понимаете, это почти недостижимая цель. Итак, давайте перейдем к следующему меню. Тут у нас исследовательская академия. Тут мы можем получить исследования, которые по прошествии времени дадут нам очень необходимые вещи. Тут можно получить золото, чертежи для экипировки, чипы для пробития корабля до 120 уровня. Как мы видим, у нас тут 5 предлагаемых вариантов. Раз в день после 10 часов по московскому времени можно сменить предлагаемые исследования путем нажатия кнопки снизу справа. Однако просто так нельзя использовать эти исследования, они просят плату. И помимо стандартной цены золотом, они также могут просить кубы, чертежи экипировки, ну или все-таки они могут быть бесплатными, однако будут очень долгими по времени. Или же вообще могут потребовать от вас прохождения какой-то локации несколько раз. Как вы понимаете, цвета исследований тут не просто так. Тут все стандартно. Синие самые худшие, однако меньше всего просят золота или кубов, а также времени. Фиолетовые уже получше, да и награда повыше, однако плата возрастает. Ну и золотые самые щедрые по награде, однако и цена соответствующая, и времени долгое исследование потребует. Однако это не все награды, которые здесь можно получить. Я специально умолчал о самых важных вещах, которые здесь можно получить. Однако в отрыве от следующего пункта говорить о них нельзя. Так что давайте вернемся назад и проследуем в последнее меню, которое называется «Верфь», в которой можно построить корабли, называемые прототипами. В данном месте можно построить на данный момент 6 кораблей, которые в реальности не существовали. Их позаимствовали у игры World of Warships в ходе сотрудничества этих двух игр. Итак, как вы видите, нам предстает меню, и давайте по порядку его разберем. Снизу слева изображены как раз эти самые 6 кораблей. Слева написаны их ТТХ и скиллы, а также их усиление, однако об этом чуть позже. Теперь давайте немного остановимся. Как видите, я уже получил все 6 кораблей, однако у новичков, скорее всего, это не так. И поэтому сейчас я вставлю скриншот другого игрока и на его примере расскажу о том, как получить данные корабли. Вот для примера линкор Идзумо. И как мы видим, справа есть несколько пунктов. Это не что иное, как задания, которые необходимо выполнить, чтобы получить данный корабль себе в док.
Данные квесты открываются последовательно по прошествии некоторого времени. То есть не обязательно пройти первый квест, чтобы открыть второй, они все со временем откроются. Однако и тут есть небольшой нюанс, но о нем чуть позже. Также стоит сказать, что после активации вот этой кнопки начинается строительство корабля. И естественно параллельно строить корабли нельзя. Только тот, который вы выбрали, только его задание можно будет выполнять. Можно, конечно, отказаться от строительства данного корабля. Однако тогда нельзя будет снова приступить к его постройке в течение 24 часов. Но давайте по порядку. Для того, чтобы пройти первый квест, надо набить 1 миллион опыта на линкорах или линейных крейсерах Японии. В зачет идет только опыт, полученный в обычных боях. То есть опыт, где за бой тратится нефть. А полученный в Дорме и в PvP режиме опыт не будет зачтен. Второй квест — это завершение 5 исследований, о которых я говорил ранее. Любых. Третий квест — надо отдать 10 фиолетовых чертежей ретрофитов для линкоров. Четвертый квест — надо набить 2 миллиона опыта. Также на линкорах или линейных крейсерах Японии, однако тут есть как раз тот нюанс, о котором я говорил ранее. Данное задание и первое нельзя проходить параллельно. Вы должны сначала выполнить первое задание, а только потом опыт пойдет в зачет этого четвертого задания. Переходим к пятому квесту. Тут необходимо пройти уже 8 исследований. Шестое. Надо отдать только 5 чертежей для ретрофита линкоров, однако уже золотой уникальности. Седьмой квест просит отдать 30 тысяч золота. И последний, 8-й, требует 5 кубов. После прохождения всех этих заданий мы получим линкор Идзума. Итак, давайте вернусь к себе. Как вы понимаете, задания немного разнятся в зависимости от корабля, который мы хотим получить. Давайте я бегло пробегусь по различиям. Чтобы получить Нептун, надо набить опыт на легких и тяжелых крейсерах Великобритании. Напомню, это первый и четвертый квесты. Вместо чертежей на линкоры, тут естественно нужны чертежи для ретрофита крейсеров. И вместо 30 тысяч золота тут просят только 20. Далее идет линкор Монарх. Все то же самое, что и у Идзума, только опыт надо набивать на линкорах и линейных крейсерах Великобритании. Следом тяжелый крейсер Ибуки. Полное совпадение с Нептуном, только опыт получаем с тяжелых и легких крейсеров Японии. За ней идет тяжелый крейсер Рун. То же самое, только нужны крейсера Германии. И последним идет тяжелый крейсер Сент-Луис. Она является небольшим исключением, потому как опыт для прохождения первого и четвертого квестов необходимо набивать на крейсерах США, так как у Франции он всего один на данный момент, а в остальном все остальные квесты совпадают. Ну что же, представим, что все прототипы кораблей мы получили. Давайте перейдем, к примеру, в меню Монарха. Однако мы видим, что-то здесь не так. Ни лимит брейка, ни заточки. Есть только одна кнопка Research, которая снова нас переносит в меню, в котором мы только что были. А это как раз особенность данных кораблей. Их сходу можно прокачать до 120 уровня. Им не нужны булины. У них нет лимит брейков и заточки в привычном понимании. Взамен всего этого у нас есть так называемые уровни развития. Вот он, отображен вот тут. Как видим, у меня 24 уровень развития. Однако, как видно сверху по центру, звезды все-таки есть у этих кораблей. Например, вот, у крейсера Сент-Луис уже есть все 6 звезд. А у крейсера Ибуки 4, а у того же Монарха 5. Как их повысить, спросите вы? А вот, есть слева кнопка Enchants, где мы видим, что чтобы я получил на Монархе последнюю 6-ю звезду, мне надо получить 30 уровень развития. Чтобы повышать данный уровень, нужны специальные чертежи, которые я называю портретами, потому как на них изображено лицо того прототипа, к которому данный чертеж относится. Чтобы передать эти чертежи для прокачки уровня развития, надо нажимать вот на этот плюсик и потом кликнуть на кнопку подтверждения. Вот, видите, характеристики улучшаются, как и при стандартной заточке. Естественно, напрашивается закономерный вопрос: а как эти портреты получить? А их можно получить как награду за исследование. Вот, как видите, их можно получить случайно, или есть специальные исследования, на которых есть изображение прототипа, чьи портреты тут выпадут. Также тут можно получить чертежи на специальную экипировку, которая также появилась в игре вместе с прототипами. Она, как правило, требует по 25 чертежей, и получить их можно только с исследований. Кстати, исследования также можно быстро забирать и отправлять новые. Вот тут, в главном меню, слева в раскрывающемся меню. Итак, вы тратите портреты и достигаете 30 уровня развития.
Кстати, чтобы его получить, нужно 343 портрета каждому прототипу. И как бы все, 6-я звезда получена, однако это не конец. Как вы видите, у меня крейсер Сент-Луис имеет уже 30 уровень развития, однако тут появилась новая кнопка в виде отпечатка пальца. И тут мы видим, что изображена прогрессия, которая усилит показатель удачи данного корабля, так как по умолчанию у всех прототипов удача равна нулю. А в конце вообще откроется новое умение. Для этого необходимо еще 165 портретов. То есть, чтобы полностью прокачать прототип, надо 508 портретов. Но это, как вы понимаете, уже для самых заядлых игроков. На первых порах советую прокачать 30 уровень развития всем тем прототипам, которым захотите, а только потом приступать к повышению их удачи. По итогу можно сказать следующее. Что прототипы одни из самых сильных кораблей в игре, но только после достижения высочайших уровней развития. Также они потребляют больше всех топлива в своих классах, поэтому ими особо не разгуляешься, но принимая во внимание их силу, они могут вполне заменять собою 2 корабля, а иногда и выходить в бой в одиночку. Вот и все. Думаю, скоро я завершу данную рубрику, в которой игрок должен был познакомиться с игрой. Далее, возможно, буду делать конкретные ролики по кораблям и экипировке. Посмотрим, как пойдет. Все зависит от вас. Ну а на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и приходить на мои стримы, где мы с вами и увидимся. Всем спасибо за просмотр и удачных вам игр!